Здравствуйте, мои хорошие. Ну, мы продолжаем расклад на Курскую область, ситуация в Курской области, да, потому что мы смотрели до 17 числа, 17 завтра, можно уже на следующий промежуток посмотреть. Итак, 18 число, да, 18 ноября, ситуация в Курской области. 18 ноября, ситуация у хохлов. Что у них тут будет происходить с их стороны, ВСУ. И для наших героев, что будет происходить. Так, смотрим. У хохлов что? Ой, все их планы рушатся, замораживается ситуация. Текают, переезд. Через разрушение, через заморозку текают, сваливают. Как бы они ни попытались здесь, но мы сейчас еще уточним, как бы ни попытались они вывести все силы, куда-то перекинуть на другие направления. Брать в котел и не выпускать живыми. Так, ну-ка. Измена. Нас предали, да? Нас предали, мы не можем, Украина предала, мы не можем реализоваться. Мы нищие, мы никто. И звать нас никак. И полный крах для нас, да? Так. Еще несколько карт посмотрим. Так. Иллюзии развеялись. Мы получили удар в спину от своих. И правосудие. Судить. Нас судить надо за то, что мы натворили. Так. С этими понятно. Что у наших героев? У наших героев пока идут медленно, но исправляют ситуацию совместно, слаженно, да? Возможно, обмен будет какой-то. Либо в плен будут брать. Скорее всего, в плен будут брать, исправляя ситуацию. Идут не быстро. Значит, быстро не нужно. Так. Что у наших героев? Давайте тоже 6 карт посмотрим. Так, давайте глянем. Так, что у наших героев? Усердие, работа. Усердная работа идет по жатве. Пожинаем хохлов. Смерть врагам. Для врагов банкротство. Для нас новое начинание. Видите, карта перевернутая, росточек. Так, для нас благополучие. Азарта нет. Вот сказать, что азарт есть, нет. Азарта нет, есть стабильность. И выбрано направление. И идет все своим чередом по плану. Вот так можно сказать. Так, это у нас 18 было, да? 19 ноября для хохлов, для наших героев. Давайте сразу уточняющие достанем карты, да, чтобы потом не бегать туда-сюда. Да что ты карты переворачиваются, ты посмотри. Для хохлов, для наших героев. Так, смотрим. Что у хохлов? Выкидыши. Выкидыши. Ну, здесь этим выкидышам, да, деньги, резервы, может быть, какие-то попытаются подтянуть, какие-то силы, да, обеспечить какими-то силами, но они будут выброшены, эти силы. Если что-то им будут пытаться поставить, это будет не нужно. Оно как выкидыш. Ну, будут горелые танки стоять на нашей земле. Так, для наших героев победа, защита, вливаются в поток. У нас здесь все идет благополучно. Так, что у хохлов здесь смотрим? Развязываются кармические узлы. Здесь радость из-за информации какой-то будет у них. У них как кармическая информация, которая принесет радость. Судьба.
Для нас нет стабильности, да? Ну, нужно очищение необходимо, но есть надежда. Надежда, вдохновение, да, наши вдохновлены. Так, смотрим дальше. 18, 19, 20. Давайте сразу выложим. 20 для хохлов. 20 ноября для наших героев. Какая ситуация будет. И 21 ноября для хохлов. И 21 ноября для наших героев. Так, давайте смотреть. Отодвину. Для хохлов 21 ноября что принесет? Принесет трудности, препятствия. Тяжело. Тяжело владеть информацией. Тяжело знаниями какими-то. Для наших героев новый цикл начинается. Новый цикл радости. Агрессия из прошлого, которая принесет новый цикл радости. Новый этап радости. Праздник какой-то будет у нас. Так, у хохлов чего? Партнерство. Нить партнерства обрывается. Здесь обрывается какое-то у них партнерство. Кто-то их поддерживал, но эта нить обрывается. Вальпургиева ночь. Но это как бы, знаете, зависимость какая-то. Разрывается. Какая-то зависимость. Для нас переживания. Пессимизм, почему-то лень. Переживания из-за лени, связанной с алчностью. Ну, давайте еще уточним здесь. Необдуманный шаг, провокации какие-то из-за недостатка информации, возможно, в этот период. Так. И 28, 18, 19, 20, 21, да, 21. 21 ноября, проигрыш, сдались в плен. Остановились, сдались в плен, нет вдохновения. Сдача в плен идет массовая. А наши переходят границу. Переходят границу и начинают как с чистого листа. Шанс какой-то появляется. Уже перенести боевые действия за границу. Либо к границам близко. Тут как бы вот границы вышли. Интересно. То есть 21 число интересно будет посмотреть, да? Конечно, надежда, что уже перенесется за границы Курской области. Как только перенесется за границы Курской области, боевые действия, я думаю, можно перестать вот такие расклады делать. Это уже как бы не на нашей территории. Так. Но у хохлов развязываются разрывается партнерство, будут провокации, они в роли жертвы. Разорванное партнерство ставит их в роль жертвы. Для наших героев. А нашим даются документы, информация. Ничего менять не нужно, знания есть. Трансформация не нужна, знания есть. Так получается, владеют знаниями. Так, теперь смотрим. Ну, давайте несколько колод, да, уточняющих достанем. Советы и тараканы. Достаточно, я думаю. Для хохлов чего здесь? Паразитирование завершается на структуре какой-то. От них партнеры отказываются. Слушайте, от них отказываются партнеры, как заглушка, завершается что-то. А для наших героев начало пути, когда уже обретают, как за границы вышли, свобода какая-то обретается. Но деятельности еще активной нет. Так. Здесь
неправильные документы. Уничтожаются какие-то документы, информация, какие-то знания, которые перевернуты, да, перевернутая информация какая-то, которая ведет их к сдаче в плен, проигрыш. Ручки кверху и вперед. Вызвали Волгу и почапали. Так, у наших стабильность, есть конкуренция, но и открывается выезд. То есть как бы вот граница не была пройдена. Слушайте, вот те карты, эти карты, они говорят, ну не обязательно, что в эти 4 дня, может со смещением, может следующее. Оно проигрывается, да, я смотрела расклады, я не все пересматриваю. Напишите, вот кто смотрит расклады, они проигрываются с каким промежутком, то есть события, я думаю, что с разрывом, может быть, неделю-две, да, идут. То есть я вот сказала на эти 4 дня, оно происходит где-то через 7-8 дней, да, может, чуть больше. Мне кажется, вот так как-то. Надо попересматривать и сравнить ситуации. Так, для хохлов. Чего-то жду, они еще выжидают, но уже все. С протянутой шляпкой и возмущены. Для наших героев есть какие-то слухи, фейки, да, распространяются фейки, на которые наши обижены. И где-то реакция может быть, инфантик вышел, да, недостаточно серьезное восприятие вот этих фейков. Так, ну и давайте советы посмотрим. Совет для хохлов. Откройтесь новому опыту. Кстати, сдача плен – хороший опыт. Сдавайтесь, новый опыт откройте для себя. Другие эмоции, люди, привычки – это начало чего-то хорошего. Дерзайте, хохлы. Белый флаг на палку и вперед. А для нас лес. Если все идет не по плану, возможно, вы просто блуждаете в дремучем лесу и не видите свой путь. Нашим сложно, да? То есть они по лесам рассосались. Вылавливать всех, ну, тяжело, конечно. Это понятно. Просить и спрашивать. Ну, просить их не учить, да? Тут хохлы умеют попрошайничать. А наши делятся пламенем. Наши фабами равняют с землей этих попрошаек. Все идет как надо. Думаю, что на этом все. Достаточно на эти 4 дня. Попозже посмотрим дальше. На этом все. Люблю, целую, пух. И до встречи. Пока-пока.